Советский Союз и Индию связывают неразрывные узы дружбы и сотрудничества. Корни этой дружбы уходят в далекое прошлое. Народы наших стран издавна проявляли... Говорит президент Общества советско-индийской дружбы Николай Васильевич Голдин. В докладе генерального секретаря ЦК КПСС товарища Леонида Ильича Брежнева 25-му съезду отмечено: тесное политическое и экономическое сотрудничество с Республикой Индия – это наш постоянный курс. Большой вклад в дело укрепления и развития дружбы между нашими народами вносит общество советско-индийской дружбы, индосоветское культурное общество. На встрече в Дели с активистами индосоветского культурного общества Леонид Ильич Брежнев сказал: «Весь советский народ – это ваш друг, друг верный, бескорыстный и надежный». Сегодня мы с чувством благодарности вспоминаем всех, кто стоял у истоков этой дружбы. К ним относится выдающийся художник Николай Рерих. Я надеюсь, что этот фильм даст возможность познакомиться с выдающимся русским художником, который внес огромный вклад в дело укрепления дружбы между нашими народами. Говорит президент Общества Индии СССР господин Менон. Мне доставляет особенную радость говорить о нем как о пионере дружеских связей между Индией и Советским Союзом, поскольку я являюсь президентом Общества культурных связей между Индией и Советским Союзом. Общество, которое имеет тысячи филиалов, растянувшихся от Гималаев до мыса Кэмерон. Мы называем его Махариши Рерих, что означает «великий святой Рерих». Так дорог этот человек сердцам индийского народа. Говорит премьер-министр Республики Индия, госпожа Индира Ганди. Мы очень рады, что между нашими странами существует такое тесное сотрудничество во многих областях, включая сферы экономики, науки, техники, а также плодотворный культурный обмен. Я думаю, что картины Николая Рериха, его рассказы об Индии передадут советскому народу часть души их индийских друзей. Я знаю, что он и его семья во многом способствовали тому, что у индийских людей создалось более полное представление о Советском Союзе. Мы также ценим Рериха как связующее звено между Советским Союзом и Индией. В Индии, в Гималаях, стоит памятник. На нем высечено: этот осколок горного утеса был занесен сюда издалека. Тело Махариши Николая Рериха, великого друга Индии, было предано сожжению на сём месте 30-го Макхар 2004 года Викрам эры, отвечающего 15 декабря 1947 года. Ом Рам, да будет мир. Нелегко описать жизнь. В ней было столько разнообразия. Некоторые даже называли это разнообразие противоречиями. Назовем эти особенности жизни трудом. Так начинает Рерих свои автобиографические записки. Они помогут нам войти в мир гражданина и художника, ученого и просветителя. Помогут глубже понять, что вело его в жизни, что нес он людям. Николай Константинович Рерих родился в Петербурге 9 октября 1874 года. Вот бы припомнить самое первое, самое раннее. От самого детства наметилась связь с Индией. Наше имение Извара было признано Тагором как слово санскритское. По соседству от нас
во времена Екатерининские жил какой-то индусский раджа, и до последнего времени оставались следы Могольского парка. Иногда кажется, что многое без следа забывается, исчезает. С годами ли? Или нечто более важное прикрывает давно бывшее? Ни то, ни другое. Постоянно убеждаемся, что все сохранено, сложено глубоко и выявляется по мере надобности. Древний скандинавский род Рерихов обосновался в России еще при Петре I. Детство Николая Константиновича прошло в доме на набережной Невы у Николаевского моста. На первом этаже находилась контора известного петербургского нотариуса Константина Федоровича Рериха. Наверху помещались жилые комнаты. К сердцу Азии потянуло давно. Можно сказать, от самых ранних лет, вспоминает Рерих. Весь эпос монгольский, уже не говоря о сокровищах Индии, всегда привлекал. Индия становится мечтой. А пока гимназист Николай Рерих каждое лето отправляется на археологические раскопки. До сих пор в Государственном Эрмитаже сохранились коллекции описания раскопок, произведенных Рерихом в Петербургской и Новгородской губерниях. Общение с миром древних, их культурой, укрепляет зародившуюся еще в детстве мечту стать художником. Но, уступая настоянию отца, Николай Константинович держит экзамен на юридический факультет. Одновременно он поступает в Академию художеств. И стал Архип Иванович Куинджи учителем не только живописи, но и всей жизни. Куинджи любил повторять: объяснить-то все можно, а ты вот пойди и победи. Первой большой победой стала картина «Гонец», за которую в 1897 году Рериху присваивают звание художника. Великий русский писатель Лев Толстой напутствует молодого Рериха: «Пусть ваш гонец очень высоко руль держит, тогда доплывет». Летом 1899 года Николай Константинович встретил Елену Ивановну Шапошникову, происходившую из рода великого русского полководца Кутузова. А через много лет в далеких Гималаях он запишет: 40 лет — немалый срок. В таком далеком плавании могут быть встречены многие бури и грозы. Дружно проходили мы всякие препоны, и препятствия обращались в возможности. Посвящал я книги мои Елене, жене моей, другине, спутнице, вдохновительнице. Каждое из этих понятий было испытано в огнях жизни. Творили вместе, и недаром сказано, что произведения мои должны бы носить два имени — мужское и женское. «Держательница мира» — так назвал Николай Константинович картину, посвященную Елене Ивановне. В 1901 году
Николай Константинович и Елена Ивановна обвенчались. Года они отправляются в свое первое большое путешествие в Руси. Более 40 городов обошли они. Рерих хочет проникнуть в культуру Древней Руси, отыскать ее истоки. Россия — чудесный, единственный в мире край, куда по воле судьбы текут пути многих странников мира, где рождается великое и прекрасное зрелище русской культуры. Везде что-то было, каждое место полно минувшего. Словно бы синее становится небо, ярче солнечные пятна, громче заливается вверху жаворонок, полноводные реки несут долбленные челны. На крутых берегах, защищенные валом, высятся крепостные стены. Псковский край. По Новгородскому краю все прошло. Прошло все отважное, прошло все культурное, прошло все верящее в себя. Везде, где было что-либо, успели побывать новгородцы. Отовсюду все ценное несли в свои скрыни. Может быть, эти клады про нас захоронены? Вот первое яркое известие летописи об искусстве. Заложи, Ярослав, город великий Киев, у того же града золотые врата. Заложи и церковь святые Софию. Кто знает искусство русских самобытных мастеров, тот знает, какой неисчерпаемый кладезь творчества и воображения заключен в народных глубинах. Нужно уважать красоту народную, его дивы дивные, веками взлелеянные. Но не только памятники древней культуры привлекали Рериха. Он ощущал историю русского народа, историю, полную борьбы и героизма. Он словно сам переживает трагедию татарского нашествия. Он пишет в дневнике: с XIII века Русь окутана игом монгольским. Но и в несчастье Русь учится. В памяти встают слова летописи. На том поле грозные тучи сошлись. Ревет ветер в стягах князя Дмитрия. В день субботний на Рождество Богородицы посекли христиане полки татарские. Навеки запечатлел народ в памяти своей подвиг русских воинов на поле Куликовом, за отечество головы свои сложивших.
2 года странствий по Руси. Художник восхищен. Он полон замыслов. Он живет увиденным. И рождается всемирно известный русский цикл. Полотна, словно бы творение очевидца давно ушедших дней. В этом путешествии Россия предстала перед Рерихом во всем многообразии ее древних культурных связей. И уже работая над оформлением Снегурочки, он переплетает восточные и русские мотивы в костюмах, орнаментах, декорациях и записывает: тип легендарного пастуха Леля так близок с обликом индусского Кришны. Ясно, если нам углубляться в наши основы, то действительное изучение Индии даст единственный материал. Николай Константинович убежден, что этот материал подтвердит общность истоков древних культур. Эта идея становится делом всей жизни Рериха. Прошло более полувека. Сын Николая Константиновича, Святослав Николаевич Рерих, тоже художник, живущий в Индии, приехал на родину в Советский Союз со своей супругой Девикой Рани на празднование столетнего юбилея отца. Он привез выставку своих картин, в которых познакомил советских людей с Индией, с ее замечательной природой, с ее людьми. За многие годы, которые я провел в Индии, я полюбил народ Индии. Я полюбил эту страну за то, что она из себя представляет. Я несказанно счастлив, что я могу присутствовать на этой выставке, встретить всех вас и, может быть, рассказать вам что-нибудь о Николае Константиновиче, как я его знал. Вот, например, вот эта карточка, которая такая известная всем, где Николай Константинович пишет: «Из древних чудесных камней мы сложим ступени грядущего». Это такой замечательный завет Николая Константиновича, что вот из этого замечательного культурного достояния будут сложены эти прекрасные страницы будущего. И так вот я помню эту карточку самых моих ранних дней. Во всей его жизни у него было такое определенное направление. И это направление, может быть, было как-то вложено в нем уже с самых ранних лет. Он стремился к самому прекрасному, самому лучшему. Он был человек очень строгой жизни, человек большой дисциплины. Он писал через красивые образы. Мы как бы возбуждаем эти красивые мысли в себе. И эти красивые мысли помогают нам именно строить вот эту красивую жизнь. Он именно считал, что вот эти такие последующие ступени, они необходимы в жизни каждого человека, чтобы действительно себя усовершенствовать. Потому что усовершенствование человека он считал первой задачей. 1909 год приносит Николаю Константиновичу звание академика. В эти годы колорит его картин насыщен тревогой. Предчувствуя близость войны,
Рерих выступает с идеей пакта об охране культурных памятников. Он обращается к правительствам России, Франции, США с предложением подписать пакт, но встречает полное равнодушие. Сразу после февральской революции 17 года Горький приглашает Рериха для совместной работы в комиссии по делам искусств при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов. Один из первых шагов комиссии – обращение к народу. Граждане, берегите картины, статуи, здания. Это воплощение духовной силы вашей и предков ваших. Помните, что все это почва, на которой вырастает ваше новое народное искусство. Рерих всего себя отдает общественной работе. Но обострившаяся болезнь легких заставляет его вместе с Еленой Ивановной и сыновьями Юрием и Святославом по настоянию врачей уехать в Финляндию. Как только заканчивается Первая мировая война, Николай Константинович возвращается к своим планам об организации экспедиции в Индию. Он покидает Финляндию и с выставками своих картин посещает Швецию, Данию, Англию. Повсюду с огромным успехом проходят выставки. В 1920 году Рерих принимает приглашение об организации выставки в Америке. «Пусть и там пройдет весть о русском искусстве», записывает он в дневнике. Эта уникальная пленка запечатлела Николая Константиновича во время пребывания в Америке. Рядом Зинаида Григорьевна Фоздик, верным стражем культуры, называл ее Рерих. Вот уже более 50 лет она бессменный вице-президент музея Рериха в Нью-Йорке. Она вспоминает о пребывании Николая Константиновича в Америке. Как сейчас помню первый день выставки и толпу, через которую трудно было пробраться. Сами картины, сюжеты, их русскость, совершенно неизвестная американцам, восхитила зрителей. Перед глазами вставала древняя Русь, растущая в муках, трудах и устремлениях к будущему. Яркость красок, насыщенность и смелость линий и рисунка – все это оказывало влияние на посетителей. Они долго стояли перед картинами, всматриваясь в них, в эту чужую, совершенно незнакомую жизнь славян, искание и устремление героического народа. С этой выставки начался вклад Рериха в искусство Америки и в ее культуру. 17 ноября 1923 года был основан музей, исключительно посвященный Николаю Константиновичу Рериху. Серия учителей Востока привлекала общее внимание посетителей. Они много писали. Такое представление о великих учителях, не богах, привлекло много сердец к Рериху. На картинах этой серии запечатлены различные эпизоды, наиболее значительные из жизни учителей Востока. Одной из задач музея Рериха в Нью-Йорке была организация экспедиции в Индию и Центральную Азию. Наконец, Николаю Константиновичу удается осуществить свою давнишнюю мечту. Неужели Индия? Рука женщины каждый день покрывает особым рисунком песок перед входом в дом. Это символ того, что в доме все благополучно. Нет ни болезни, ни смерти, ни ссоры. Если нет счастья в доме, то и рука женщины замолкает.
как бы щит красоты в час благополучный, полагает перед домом рука женщины. Невыразимая красота живет в этом обычае Индии. Острый глаз художника подмечает мельчайшие детали, сопоставляет, сравнивает. Наблюдая за работой кашмирских ремесленников, Николай Константинович вспоминает орнаменты, фрески, узоры древнерусского шитья и записывает: от севера до юга повсюду одно устроение жизни. Удивительно. Соломенные крыши, поросшие мхом, придорожные ивы. Все напоминает годы хождения по Руси. В дневнике появляется запись: где же мы, в Шуе или Коломне? Все прошло по Кашмиру. Здесь древние пути Азии, и каждый караван мелькает, как звенья сочетания великого тела Востока. Экспедиция Рериха началась в Кашмире в 1925 году. Путь лежал через Гималаи на Хотан, по древнему караванному пути через Алтай и Монголию на Тибет. В составе экспедиции находились Елена Ивановна и сын Рериха, востоковед Юрий Николаевич. Опять гремят бубенцы мулов караванных, опять крутые всходы перевалов, опять рассказы о местных сокровищах. Вечно бродящие странники тянутся с котомками за плечами. Вот как определял цели экспедиции сам Рерих. Кроме художественных задач, мы имели в виду отметить следы великого переселения народов. Эти задачи издавна близки мне. Археолога Рериха привлекают развалины древних урочищ. Он обращает внимание на наскальные изображения круторогих баранов, и, перенося на холст эти наскальные рисунки, Рерих записывает: не будем делать ни предположений, ни тем более выводов, но занесем эту поучительную подробность как еще одну путеводную веху. Экспедиция приближалась к Ладаку, горной стране, расположенной высоко в Гималаях, стране легенд о Майтрее и Шамбале. Легенды, услышанные Рерихом, воплощаются в полотна. Легенда о Майтрее, грядущем освободителе народа, с приходом которого будет достигнуто на земле всеобщее счастье. На гималайских перевалах слушает Рерих неторопливую песнь ламы. Лама поет о Шамбале. Шамбала — легендарная страна, с которой народ связывает мечты о братстве, равенстве, мире, счастье и справедливости. Если, записывает Рерих, среди всех многообразных впечатлений, какое понятие для меня особенно воодушевляющее? Без колебания скажу вам: Шамбала.
Если вы были в этих местах, если вы прошли многие тысячи миль, если вы сами говорили со многими народами, то вы знаете всю жизненность этих устремлений. Мы можем улыбаться этим мечтам, но в огромных областях, где они принимаются с непоколебимой верой, влияние их может стать мощным и дать призыв к совершенно неожиданным событиям. Рерих наблюдает, как легенды и предания обретают новую жизнь и записывает. Из шепотов у костра. Наблюдайте время, когда на шлемах у воинов появятся красные звезды. Освобождение придет с севера. Майтрея уже посылает по миру красных воинов. Пройдя по самым отдаленным районам Азии, Рерих стал одним из первых очевидцев процесса пробуждения народов этого континента. Настал срок народам Востока пробудиться от сна, сбросить цепи рабства, записывает он. Гималайские махатмы передают Рериху землю на могилу Махатмы Ленина и послание советскому народу. Двигаясь по маршруту, экспедиция в апреле 1926 года прибывает в Урумчи, столицу провинции Синьцзян. Советский консул Быстров помогает Рериху связаться с соратником Ленина, наркомом иностранных дел Чичериным. С огромным волнением ждал Рерих встречи с Родиной. За наш долгий путь мы давно не видели глаз русских. И глаза эти не обманули. Ведь крылья растут, все возможно и все доступно. И уходит главный бич жизни — страх и предрассудок. В великом Ленине поразительно отсутствует отрицание. Он вмещал и целесообразно вкладывал каждый материал в мировую постройку. Именно это вмещение открывало ему путь во все части света, и народы складывают легенды не только по прописи его поступков, но и по качеству его устремлений. Мы сами в действительности видели, как народы поняли притягательную мощь коммунизма. 13 июня 1926 года Николай Константинович, Елена Ивановна и Юрий Николаевич приехали в Москву. Сюда же приехала из Нью-Йорка Зинаида Григорьевна Фозди, которая должна была следовать с экспедицией на Алтай. Мы встретились уже в Москве, мы прилетели из Америки, и они тоже из Урумчи, и вот мы встретились. Это был замечательно радостный день, Николай Константинович сразу наметил маршрут своей дальнейшей экспедиции, и мы должны были с ним вместе ехать. А это время, что мы провели в Москве, мы жили в одной гостинице, встречались каждый день и были в тесном единении. Николай Константинович был очень рад приехать обратно на родину. Он нас вел по тем местам, которые он любил, знакомил нас с многими выдающимися лидерами того времени. Чичерину Николай Константинович вез послание огромной значительности. Это послание от Махатмы Востока. Елена Ивановна и Николай Константинович встречались с ними и знали эту цель передачи вот этого послания. А цель была очень великая. Из послания Махатм советскому народу. На Гималаях мы знаем совершаемое вами. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы указали на значение познания. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. Вы преклонились перед красотой. Вы принесли детям всю мощь космоса. Привет вам, ищущим общего блага.
Продолжая маршрут прерванной экспедиции, Рерих уезжает из Москвы. Перед отъездом он передает в дар советскому народу серию картин Майтрея, картин об освободителе угнетенных. В августе 1926 года экспедиция Рериха была уже на Алтае. Базой стало село Верхний Уймон у подножия горы Белухи, одно из самых старинных сел на Алтае. Сюда еще 300 лет назад пришли переселенцы из дальних областей России. Здесь пролегали древние караванные пути. В орнаментах, костюмах Рерих вновь видит взаимопроникновение мотивов народного искусства Руси и Индии. Кажется, что здесь воедино слились рисунки новгородского шитья и кашмирских тканей. А легенды? О чем поведают они? Рерих слушает их, собирает, записывает. И в каждой легенде живет сказочная страна Беловодье. Страна, где царит мир, братство и справедливость. Художник слушает, а перед ним встают образы гималайских лам. Звучат слова их песен. Песен, воспевающих страну справедливости Шамбалу. Легенда о справедливости. Гора, знающая, откуда пошла вода белая, вода, дающая силу жизни. Гора белая, а за ней 40 сороков вершин. Возьми посох кедра, надень белые одежды, поднимись на белую гору. Там тайна обозначена, там камень горит, там град стоит. Странные, непонятные нам народы не только прошли, но и жили в пределах Алтая и Забайкалья, записывает Рерих. В доисторическом и историческом отношении Алтай представляет невскрытую еще сокровищницу. Николай Константинович полюбил Алтай. Он мечтал, закончив экспедицию, вернуться и поселиться здесь навсегда. Для него Алтай на севере и Гималаи на юге были как бы полюсами единого грандиозного горного мира. В августе 26-го года, прощаясь с этим краем, он записывает: «Кто сказал, что суров и неприступен Алтай, чье сердце убоялось суровой мощи и красоты? 17 августа видели Белуху, и было так чисто и звонко. Алтай является не только жемчужиной Сибири, но и жемчужиной всей Азии. Великое будущее предназначено этому замечательному краю». В октябре 1926 года экспедиция Рериха вступает на землю революционной Монголии. Чанг Шамбален Дайн, Северной Шамбалы война. Умрем в этой войне, чтобы родиться вновь витязями владыки Шамбалы. Поют песнь Шамбалы, недавно сложенную монгольским героем Сухебатаром. В Улан-Баторе Рерих дарит монгольскому правительству картину «Великий всадник».
Председатель монгольского правительства Церендорш благодарит Рериха. Пусть идеи нашего учителя Ленина распространятся по всему миру, подобно пламени на этой картине. Экспедиция продвигалась вглубь Монголии. Перед Рерихом раскрывалась страна древнейшей культуры. Сколько бы ни упоминать о восхищении и удивлении перед безымянным творчеством, разбросанным по всему лицу земли, все же каждый раз восхищаешься, видя новые примеры, записывает Рерих. Опытность тысячелетий дает неограниченное поле для полезных изысканий. Так многое забытое должно быть вновь открыто и благожелательно истолковано языком современности. Эти начертания, они те же, что в Аризоне, на скалах Ладака, Алтая, Кавказа, Венгрии и Норвегии. Монголия – один из очагов древней степной культуры в Азии. Колыбель великих кочевых империй прошлого. Страна, насыщенная памятником из старины от гунских курганов до средневековых буддийских храмов. Страна легенд о Гессере, знаменитом эпосе Центральной Азии. Страна, где скрещивались пути, ведущие из Индии и Тибета в Центральную Азию и пределы России. Здесь, в горниле веков, плавилось культурное наследие различных народов. Из Монголии, пополнив оснащение, экспедиция Рериха направляется через пустыню Гоби, Тибет, к Лхасе. Но чиновники Лхасы затевают длительную бумажную волокиту. Рерих с удивлением и горечью записывает в своем дневнике. У Нокчу нас остановили, обещали в 2 дня сделать досмотр документов. 2 дня превращаются в долгие 5 месяцев нашего стояния в летних палатках при морозе 60 градусов Цельсия на высоте 15 тысяч футов. Да погибает караван. Каждую ночь озябшие голодные животные приходили к палаткам и точно стучались перед смертью, а наутро мы находили их павшими. Из 102 животных мы потеряли 92. На тибетских Нагорьях остались и 5 наших спутников. При грядущих холодах доктор пророчит неминуемую гибель. Экспедиция Николая Константиновича Рериха оказалась действительно в невыносимо трудных условиях. Говорит ученик Юрия Николаевича Рериха, кандидат исторических наук Андрей Николаевич Зелинский. Тем напряженнее шла научная деятельность. Именно в этот момент Юрию Николаевичу удалось обнаружить замечательные находки, как, например, собрание бонских рукописей в монастыре Шаругени, исследования по наречию Хорпа, кочевников Тибета, и, наконец, именно в этот период был открыт знаменитый звериный стиль в Тибете. В конце зимы 28 года Рерих, наконец, получил разрешение лхасских властей двигаться на юг, однако без захода в Лхасу. Из-за этого ему пришлось пройти через область Великих озер, дотоле почти неизведанной в географической науке. Достигнув озера Данграюм, экспедиция резко повернула на юг и, перейдя трудные Трансгималаи, спустилась к верховьям Брамапутры. После чего, перейдя главный гималайский хребет, весной 28 года экспедиция, наконец, достигла Ксикима и вернулась в Дарджилинг. Экспедиция окончена. Предстоял огромный труд по изучению и обработке собранных в Индии, на Алтае, в Монголии и Тибете материалов.
Для этой цели в 1928 году в долине Кулу, в Гималаях, Рерих основал Институт гималайских исследований Урусвати, что значит «свет утренней звезды». Здесь хранятся богатейшие коллекции, собранные в экспедиции. Бессменным директором этого института был старший сын Николая Константиновича, крупный ученый-востоковед Юрий Николаевич Рерих. Под его руководством здесь велась работа над тибетско-русско-английским словарем. Работа, забравшая почти 3 десятилетия жизни. В 1957 году Юрий Николаевич вернулся на родину, в Советский Союз. За те немногие годы, что ему оставалось прожить, он успевает создать собственную школу востоковедов, вносит огромный вклад в советскую науку. Место института было выбрано не случайно. Кулу – колыбель древнейших памятников культуры. Здесь складывался знаменитый индийский эпос Махабхарата. На каждом изваянии лежит печать веков. Гуго Чохан считается покровителем долины. В дни ярмарок гремят барабаны, ревут трубы, и боги посещают друг друга. Все свидетельствует здесь о беспрерывном взаимообогащении культур. Все скопилось в изобилии. Древняя Кулута, записывает Рерих. Гималаи. На север перед нами 2 вершины Гипанга, так схожие в начертаниях с Белухой. Тянется сердце Индии к Руси необъятной, притягивает великий индийский магнит сердца русские. Алтай, Гималаи, 2 магнита, сердце сердцу весть подает. Повсюду сочетались 2 темы – Русь и Гималаи. Если поискать да прислушаться непредубежденно, то многое значительное выступает из пыли и мглы. Неотложно нужно исследовать эти связи. Ведь не об этнографии, не о философии думаем, но о чем-то глубочайшем и многозначительном. Радостно видеть жизненность в связях индо-русских. Пора русским ученым исследовать эти связи. В картинах Николая Константиновича с одинаковой силой звучат русские и индийские мотивы, обогащая друг друга. Жизнь и творчество Рериха удивительно соединяют культуры 2 великих стран. Мир через культуру. В 1929 году Рерих снова обращается ко всем правительствам мира с проектом пакта об охране памятников культуры. Вместе с пактом он предлагает отличительный флаг – знамя мира. Замкнутая окружность символизирует вечность,
3 заключенных в ней круга, символы прошлого, настоящего и будущего. Рабиндранат Тагор пишет Рериху: «Я зорко следил за вашей гуманистической работой во благо всех народов, для которых ваш пакт с его знаменем для защиты всех культурных сокровищ будет исключительно действенным символом. Пройдут годы, и под пактом Рериха поставят свои подписи все ведущие страны мира. В творчестве Рериха с новой силой звучит тема Руси. В эти годы он создает полотна, полные предчувствия надвигающейся войны. В дневнике он записывает: «Сердце не допускает мысли, что еще один земной ужас начался». Фашизм развязал войну в Европе. Растерзана Польша, пала Бельгия, Дания, Голландия. Немецкие танки уже на русской земле. Огонь на меня! Русский воин на весь мир крикнул: огонь на меня! Принял герой все стрелы в свой щит, в свое сердце и спас родину. Какая славная былина! Огонь на меня! Записывает Рерих. Знаем, что гибельная беда не коснется народа русского, но болит сердце за жизнь молодого поколения. Быть бы с ним. В первые дни войны сыновья Рериха Юрий и Святослав просят зачислить их добровольцами в Красную армию. Год 42-й. Горькие вести приходят из осажденного Ленинграда. Из 7 ближайших родственников Митусовых погибло 5 человек. Год 42-й. Дни самые тяжелые. Рерих встречается с Неру. Говорили об индо-русской ассоциации. Пора мыслить о кооперации полезной, сознательной. Рерих пишет серию полотен. Богатыри проснулись. Партизаны. Настасья Микулична. Поединок. Победа. Средства, полученные с выставок, изданий, Рерих отчисляет в фонд советской армии. Слава великому народу русскому! Развернулись блистательные крылья победы. Шлем от Гималаев сердечные мысли богатырям русского народа. 9 мая 1945 года Рерих записывает: победа, победа, и сколько побед впереди. В 1947 году Рерих вместе с индийским народом торжествует провозглашение независимости страны. Джавахарлал Неру поднимает флаг независимой Индии. В этом же году Николай Константинович собирается на родину. В своей известной картине «Помни» он обращается к Индии. «О, Бхарата наипрекраснейшая, позволь мне послать тебе мой сердцем прочувствованный восторг. Перед всем тем величием и вдохновением, которыми полны твои древние города и храмы, твои луга, священные реки и Гималаи. Ехать непременно. Там, на великой родине, нужен всеобщий труд. И так на новую Ниву, полной любви к великому народу русскому. В сборах на родину 13 декабря 1947 года Николай Константинович Рерих ушел из жизни. Последняя картина художника. Приказ учителя. Всемирный совет мира горячо приветствует представителей советской общественности, собравшихся в Большом театре на торжественное заседание, посвященное столетию со дня рождения
выдающегося русского художника и общественного деятеля Николая Рериха. Всемирный совет мира особо отмечает общественную деятельность Николая Рериха, направленную на укрепление мира, на сохранение культурного наследия человечества и оставившую глубокий след в истории борьбы за мирную жизнь на Земле. Всемирный совет мира, принявший решение широко отметить столетие со дня рождения Рериха как знаменательную великую культурную годовщину, тем самым еще раз подчеркивает бессмертное значение выдающегося борца за мир, художника и гуманиста. Всемирный совет мира. Дорогие товарищи, друзья, сегодня мне хотелось бы вспомнить добрым словом верную и преданную спутницу Николая Константиновича Рериха, его жену Елену Ивановну, которая прошла с ним рядом весь его долгий и нелегкий жизненный путь и была единомышленницей всех его начинаний и верной помощницей. Вестником гуманизма и красоты прошел Рерих по странам Европы, Америки, Азии, но особенное место в его жизни занимает Индия. Жизнь и творчество Николая Константиновича стали своеобразным мостом, соединившим культуры двух великих стран. Именно поэтому влияние и значение личности Рериха, его идей, сегодня привлекает к нему все больше и больше сердец. Вот почему столетний юбилей нашего великого соотечественника так широко отмечается во всем мире. В нашей стране в дни столетнего юбилея Рериха организованы большие выставки произведений художника, научные конференции, юбилейные вечера и заседания, устанавливаются мемориальные доски в местах, где побывал Николай Константинович, выпущены многочисленные литературные и художественные издания. Группа альпинистов совершила летом этого года юбилейное восхождение на пик Рериха на Алтае, водрузив на нем барельеф с портретом художника и знамя мира. Собственности у меня нет. Но вот что завещаю всем, всем. Любите Родину. Любите все народы на всех необъятностях нашей Родины. Пусть эта любовь научит любить и все человечество. Пусть познавание чужих стран приведет к Родине, ко всем ее несказуемым сокровищам, русскому народу, всем народам, которые с ним, даны дары необычные, дана мысль об общем благе, дано познание труда и бесстрашная устремленность к обновлению жизни. Где нарождается красота, там придет и рассвет всех трудовых достижений. В мирном труде познается и мир всего мира. В мире идет строительство и светлое будущее.